С незапамятных времен Земля хранит в себе больше тайн, чем мы способны вообразить. Каждый слой почвы, каждая каменная глыба, каждый забытый уголок мира может скрывать свидетельства иных эпох. Археология, наука поиска и раскрытия этих сокровищ – это не просто изучение прошлого. Это путешествие сквозь время, где каждая находка становится ключом к разгадке судьбы цивилизаций. Но среди тысяч артефактов есть такие, что поражают даже самых скептичных исследователей. Находки, которые невозможно объяснить привычными методами. Сегодня мы прикоснемся к 10 самым странным и загадочным открытиям, сделанных археологами по всему миру. Первая история начинается в сердце Средиземноморья, у берегов Греции, где безмятежные воды Эгейского моря веками скрывали одну из самых поразительных тайн античности. В начале 20 века ныряльщики за губками обнаружили вблизи острова Антикитера затонувший корабль. Среди мраморных статуй, амфор и осколков древней керамики лежал кусок чего-то, на первый взгляд, абсолютно неприметного. Коррозия и морские отложения сделали находку похожей на бесформенный камень. Но археологи, внимательно присмотревшись, заметили внутри металлические зубчатые колеса, идеально выточенные и соединенные в сложный механизм. Так миру стал известен антикитерский механизм, устройство которому более 2000 лет. Долгое время он считался загадкой, почти шуткой природы. Как в эпоху до нашей эры могли создать столь сложный прибор? Современные рентгеновские исследования показали, внутри заключена система из более чем 30 бронзовых шестеренок, каждая из которых идеально подогнана под другие. Механизм способен был отслеживать движение планет, предсказывать затмения и даже показывать даты Олимпийских игр. Историки до сих пор спорят, кто и как мог собрать столь сложное устройство в эпоху, когда даже зубчатые передачи считались недостижимым изобретением. Для сравнения, в Европе подобные механические конструкции появились лишь спустя 1500 лет. Это словно фрагмент будущего, случайно заброшенный в античный мир. Предположений множество. Одни считают, что механизм был создан в мастерской Архимеда, гениального инженера Сиракуз. Другие видят в нем следы утраченных знаний, дошедших до греков из еще более древних цивилизаций. Но одно ясно – находка изменила наше понимание античного мира. Греки, которых мы привыкли представлять философами и поэтами, оказались также инженерами, способными к созданию миниатюрных технологий, сравнимых с часами эпохи Возрождения. Антикитерский механизм остается символом того, что история хранит не только тайны, но и пробелы, зияющие в нашей памяти. И, возможно, под толщей земли или морских глубин скрываются еще более невероятные свидетельства знаний, о которых мы давно забыли. Но это лишь первая глава. Впереди открытия куда более странные, порой пугающие и необъяснимые, те, что заставляют усомниться в том, насколько хорошо мы понимаем прошлое человечества. Вторая история переносит нас далеко от солнечных берегов Греции, в сердце Южной Америки, в земли, где еще задолго до прихода европейцев процветали древние цивилизации. Здесь, на плато Наска в Перу, раскинулась одна из самых таинственных картин, оставленных человечеством. Плато выглядит как бескрайняя пустыня, иссушенная солнцем, где кажется, что не может быть ничего примечательного. Но если подняться над ней хотя бы на несколько сотен метров, перед глазами открывается нечто невероятное. В земле вычерчены гигантские линии, некоторые из которых тянутся на километры.
Вместе они складываются в огромные фигуры. Птицы, ящерицы, пауки, обезьяны, человек с вытянутыми руками. Это знаменитые геоглифы Назка. Они настолько огромны, что рассмотреть их целиком можно только с воздуха. Но как могла цивилизация, не имевшая ни самолетов, ни воздушных шаров, ни даже возвышенных точек обзора, создать столь масштабные рисунки? И главное, зачем? Ученые до сих пор спорят о назначении этих загадочных линий. Одни предполагают, что это были гигантские астрономические карты. Действительно, некоторые линии совпадают с направлениями восхода и заката Солнца в дни равноденствия. Другие считают, что геоглифы использовались как ритуальные пути, по которым жрецы шли, совершая обряды. А кто-то выдвигает куда более смелые версии, что рисунки предназначались для небесных наблюдателей, существ, способных смотреть сверху. Технология создания тоже удивляет. Геоглифы сделаны простым способом. Верхний слой темных камней сдвигался в сторону, обнажая более светлый грунт под ним. Но чтобы сохранить ровные линии на протяжении километров, требовалась невероятная точность и планирование. Ошибка в нескольких метрах могла испортить всю фигуру. Тем не менее, рисунки выдержаны так четко, будто их создавал архитектор, видевший все сверху. Открытие геоглифов произошло лишь в 20 веке, когда первые самолеты пролетели над Назкой. До этого местные жители знали о линиях, но представить их истинные масштабы было невозможно. Для современного человека они стали одним из символов загадочности древних культур. Но самая тревожная тайна остается неразгаданной. Ради чего люди Назка создавали фигуры, которые сами не могли увидеть полностью? Зачем тратить силы и время на рисунки, невидимые с Земли? Возможно, это было обращение к богам, возможно, часть календаря или астрономической системы, а может быть, мы до сих пор не понимаем истинное предназначение этих линий. Плато Назка словно шепчет нам: «Мы знали больше, чем вы думаете». И, может быть, эти линии не послание в прошлое, а обращение в будущее, к тем, кто способен подняться в небо и увидеть мир с другой высоты. Вслед за Назкой нас ждут еще более тревожные находки. Артефакты, которые не только ставят под сомнение наши знания истории, но и заставляют задаваться вопросом, а все ли человечество создавало своими руками? Смена континента ведет нас теперь в Северную Америку. В земли, где древние культуры оставили после себя наследие столь же загадочное, как линии Назка. В сердце пустыни Нью-Мексико, среди раскаленных камней и сухих равнин, археологи нашли то, что до сих пор вызывает жаркие споры. Это изображение, вырезанное на каменной поверхности, получившее название «Космонавт из Тассили», или, как его иногда называют, «петроглиф в шлеме». Петроглифы и наскальные рисунки — привычные спутники археологии. Они рассказывают о жизни древних людей, сцены охоты, изображения животных, танцы и ритуалы. Но здесь было что-то иное. На гладкой поверхности камня отчетливо виднелась фигура человека, облаченного в то, что удивительно напоминает скафандр. Огромная круглая голова словно заключена в шлем, а тело — в нечто похожее на защитный костюм. Находка эта далеко не единственная. В разных уголках мира исследователи встречали похожие изображения. Фигуры с непропорционально большими головами, окруженные ореолами, линии, похожие на лучи света,
и странные объекты над ними. Но именно космонавт из пустыни Нью-Мексико вызвал наибольший резонанс. Ученые предложили несколько объяснений. Одна версия — это всего лишь стилизованное изображение шамана в маске. В культурах коренных американцев существовали ритуалы, где жрецы облачались в костюмы, призванные напугать или впечатлить общину. Маски могли быть огромные, а линии — символизировать духовную энергию. Однако другая часть исследователей и энтузиастов видит в этом изображении намек на нечто большее. Как могли древние люди, не имевшие знаний о космосе, так точно изобразить фигуру, напоминающую современный скафандр? Это ли не свидетельство контакта с чем-то или кем-то, пришедшим из-за пределов Земли? Скептики утверждают, подобные трактовки – плод воображения. Но скептицизм разбивается о странную повторяемость образов. Ведь аналогичные шлемы находят и на скальных рисунках Африки, и в петроглифах Австралии, и в глиняных фигурках Мезоамерики. Случайность ли это? Или древние народы по всему миру действительно видели нечто похожее? Вопрос остается открытым. Но что несомненно, космонавт из пустыни Нью-Мексико стал одним из символов археологических тайн, в которых реальность переплетается с мифами. И пусть строгая наука предпочитает говорить о шаманских обрядах, сама находка продолжает будоражить воображение. Мы смотрим на вырезанный в камне силуэт, и между строк истории словно слышим намек. Прошлое могло быть не таким, каким мы привыкли его видеть. Возможно, древние народы знали больше, чем мы предполагаем, или видели то, что нам до сих пор недоступно. Но если этот каменный космонавт рождает вопросы о возможных контактах с иными цивилизациями, то следующая находка уводит нас еще в более мрачные глубины. Там, где наука сталкивается с пугающими аномалиями, оставленными самой природой, или кем-то, кто пользовался ею гораздо раньше нас. На этот раз мы переносимся в Восточную Европу, в загадочные земли Украины, где археологи наткнулись на то, что изменило представление о древней истории человечества. В 1970-х годах во время раскопок вблизи села Триполье было найдено то, что многие считают свидетельством исчезнувшей высокоразвитой культуры. Эти находки вошли в историю как каменные идолы и артефакты трипольской цивилизации. С первого взгляда это были всего лишь фрагменты керамики, остатки жилищ и статуэтки. Но чем глубже копали исследователи, тем сильнее они осознавали – перед ними следы цивилизации, существовавшей 5000 лет назад, на тысячелетия опередившей многие известные культуры. Статуэтки, выполненные из глины, изумляют своей детализацией. Одни изображают женщин с тщательно прорисованными лицами, другие — абстрактные фигуры с причудливыми узорами. Но больше всего внимания привлекли артефакты, на которых будто бы запечатлены схемы, напоминающие планы городов, и даже абстрактные символы, схожие с письменностью. Некоторые исследователи утверждают, трипольцы обладали знаниями, которые не вписываются в стандартную картину развития человечества. Их поселения представляли собой огромные протогорода, состоящие из тысяч домов, расположенных в четкой спиралевидной структуре. Это была настоящая система урбанистики за тысячи лет до появления шумеров и египтян. Но самые странные находки — загадочные идолы с непропорциональными глазами и вытянутыми лицами. Они так не похожи на привычные изображения людей, что в народе их прозвали пришельцами. Конечно, строгая наука видит в них лишь символические или ритуальные изображения. Но трудно избавиться от ощущения, что мастера пытались воспроизвести что-то необычное, выходящее за рамки их повседневного опыта.
Вопросы множатся. Откуда у этой культуры, жившей в 4 тысячелетии до нашей эры, такие знания в строительстве и символике? Почему трипольцы внезапно исчезли, оставив после себя лишь сожженные дома и идолов? Было ли это жертвоприношение, катастрофа или добровольный уход в неизвестность? Среди гипотез есть и самые мрачные, будто бы эта цивилизация хранила знания, которые потом были утрачены, или же их городская система и странные изображения были заимствованы от более древнего народа, чьи следы стерты временем. Трипольские артефакты до сих пор вызывают ожесточенные споры. Одни видят в них свидетельство ранней урбанизации Европы, другие — доказательства того, что история человечества куда древнее и сложнее, чем мы привыкли думать. Глядя на эти идолы с глазами, словно смотрящими сквозь тысячелетия, трудно отделаться от ощущения, что трипольцы знали нечто, что мы утратили. Их находки — это не просто керамика и статуэтки, это намек на глубину истории, которую мы едва начинаем осознавать. Но если трипольская цивилизация оставила после себя лишь статуэтки и планы, то следующая находка куда более пугающая. Это не просто артефакт, а нечто, что само по себе не должно было существовать в то время. И все же оно найдено. В недрах земли иногда скрываются вещи, которые не просто удивляют, но и нарушают привычное течение истории. Так произошло в 1930-х годах, когда рабочие на раскопках в Калифорнии обнаружили то, что до сих пор остается одной из самых спорных находок XX века. Внутри куска угля, возраст которого оценивался в сотни миллионов лет, археологи наткнулись на объект, который никак не мог оказаться там по законам науки. Это был железный сосуд, заключенный в каменную породу. История кажется невозможной. Уголь формировался в палеозойскую эру, задолго до того, как появились первые люди, не говоря уже о металлургии. И все же объект оказался реальностью. Небольшой металлический сосуд, по форме напоминающий вазу или кубок с узорами на поверхности. Находка вызвала бурю. Одни ученые поспешили заявить, что это мистификация или ошибка. Другие, наоборот, утверждали, что перед нами доказательства существования цивилизаций гораздо более древних, чем принято считать. Подобные невозможные артефакты известны науке как оопарты, объекты вне времени. Они не вписываются в традиционную хронологию. В случае с калифорнийским сосудом мы сталкиваемся с вопросом, как мог искусственный предмет оказаться внутри угля, которому сотни миллионов лет. Скептики считают, что сосуд был случайно занесен в пласт при более поздних работах и оказался окружен окаменелыми породами. Но сторонники альтернативных теорий уверены, это свидетельство утраченных знаний или даже исчезнувших цивилизаций, о которых история умалчивает. Подобные находки делают археологию похожей на детектив. Каждый артефакт — это улика, но когда улика противоречит всем законам науки, возникает страшная дилемма — отвергнуть ее или признать, что мы чего-то не понимаем в самой структуре истории. Железный сосуд из угля — лишь один из многих подобных случаев. В других странах находили следы гвоздей в камне, возраст которого измеряется десятками миллионов лет, или объекты с точной обработкой металла, сделанные в доисторические эпохи. Все эти случаи объединяет одно — официальная наука старается обходить их стороной, считая слишком неудобными.
И все же находка в Калифорнии напоминает нам, мир хранит слишком много тайн, чтобы отмахиваться от них. Возможно, в слоях Земли действительно сохранились следы чего-то большего, чем просто человеческая история. Железный сосуд, словно вызов, стоит в ряду загадочных артефактов, указывая на пробелы в нашей памяти. И если он действительно подлинный, то это значит лишь одно – история человечества началась намного раньше, чем мы думаем. Но если в сосуде нас поражает его невозможное происхождение, то следующая находка еще страшнее. Она не из металла и не из глины, она из самого тела человека. И именно поэтому ее загадка кажется куда более жуткой. Археология привыкла иметь дело с камнем, металлом и керамикой. Но иногда находки оказываются гораздо ближе к человеку, буквально внутри его тела. Одно из самых жутких и загадочных открытий было сделано в Южной Америке, когда археологи исследовали мумии древних культур Перу и Чили. Среди сотен останков, сохраненных сухим воздухом пустынь, они обнаружили то, что не поддается объяснению. Следы хирургических операций и предметы, похожие на импланты. Сначала ученые думали, что видят обычные повреждения костей или деформации, но тщательные исследования показали, некоторые черепа имели аккуратные отверстия, выполненные с хирургической точностью. Это не были случайные травмы, это трепанации, операции по вскрытию черепа, проведенные тысячи лет назад. И самое невероятное, часть пациентов выживала после таких вмешательств, о чем свидетельствует зажившая костная ткань. Но самой странной находкой стали объекты внутри некоторых тел. Металлические осколки, тонкие пластины и даже куски сплава, напоминающего современные хирургические материалы. Особенно шокировала находка в Чили. В черепе древнего человека исследователи обнаружили небольшой фрагмент, похожий на искусственный имплант, сделанный из сплава меди и серебра. Как это возможно? Ведь такие технологии приписываются лишь современности. Скептики утверждают, это могли быть посмертные вмешательства. Случайное попадание металла в кости – результат ритуалов. Но сторонники альтернативных версий считают иначе. Древние культуры обладали знаниями в области медицины, которые мы недооцениваем. Возможно, они имели примитивные формы протезирования или имплантации, используя доступные материалы. Операции трепанации сами по себе поражают воображение. Представьте, 1000 лет назад, без наркоза и стерильности, врачи умели аккуратно удалять часть черепной кости, а пациенты не только выживали, но и жили еще годы. Некоторые черепа свидетельствуют о нескольких операциях подряд, будто человек возвращался к врачу вновь и вновь. Но импланты – это нечто большее. Это намек на уровень технологий, о котором мы не подозревали. Ведь чтобы внедрить в тело посторонний предмет, нужно понимать основы анатомии и медицины. И если это действительно были искусственные вставки, то кто их создавал и зачем? Официальная наука осторожна. Большинство подобных находок относят к аномальным и предпочитают не включать в учебники. Но факт остается фактом. Древние южноамериканские цивилизации демонстрируют уровень знаний, который выходит за рамки привычного. Сухой воздух пустынь сохранил их тайны для нас, и каждый раз, когда мы смотрим в глаза этим мумифицированным лицам, словно слышим тихий шепот прошлого. Мы знали, как лечить, как резать, как спасать. Но знали ли они больше, чем мы способны себе представить? Если в телах древних людей находят металлические вставки, то следующая находка переносит нас в иной мир.
под землю, где скрываются целые сооружения, будто построенные руками гигантов. Есть находки, которые не помещаются в рамки привычных артефактов. Это не предметы, а целые сооружения, скрытые в земле. Одним из самых поразительных открытий последних десятилетий стали каменные мегалиты под горой Гёбекли-Тепе в Турции. В 1990-х годах археологи начали раскопки на холме неподалеку от города Шанли-Урфа. Сначала никто не ожидал чего-то особенного, просто очередное неолитическое поселение. Но чем глубже копали, тем яснее становилось. Перед ними объект, который изменит представление о развитии человечества. Под толщей земли покоились гигантские каменные колонны, многие из которых весили по 10-15 тонн. Они стояли кругами, образуя нечто вроде храмовых комплексов. На их поверхности были высечены изображения животных, змеи, львы, кабаны, птицы. Некоторые колонны имели абстрактные узоры, будто несущие скрытый смысл. И главное — возраст. Радиоуглеродный анализ показал, Гёбекли-Тепе был построен около 11 тысяч лет назад, это на 6 тысяч лет старше Стоунхенджа и на 7 тысяч лет древнее египетских пирамид. Такое открытие перевернуло науку. До этого считалось, что люди той эпохи были кочевыми охотниками-собирателями, неспособными возводить столь сложные сооружения. Но Гёбекли-Тепе говорит обратное. Еще в глубокой древности люди строили храмы, планировали архитектуру и создавали ритуальные центры. Кто же воздвиг эти каменные круги и как они смогли перемещать огромные плиты без металлических инструментов, колес и развитых технологий? Ответа нет. Более того, сама гора словно нарочно была засыпана землей. Комплекс, казалось, вскрыли, погребли, будто желая спрятать его от будущих поколений. Некоторые исследователи называют Гёбекли-Тепе первым храмом человечества. Но есть и те, кто видит в нем следы исчезнувшей цивилизации, существовавшей до известных нам культур. Слишком уж внезапным выглядит такой скачок от примитивных стоянок охотников до грандиозных культовых сооружений. Символика изображений также полна загадок. Многие звери и знаки не случайны. Они могут быть связаны с астрономическими наблюдениями или мифами, дошедшими до нас в искаженном виде. Возможно, эти колонны были своеобразной книгой, каменным посланием, в котором зашифрована история мира до потопа. Гёбекли-Тепе словно окно в эпоху, о которой мы ничего не знали. Он доказывает, что древние люди были куда более развитыми, чем мы привыкли думать. И, возможно, наша цивилизация не первая на Земле, а лишь одна из многих, сменяющих друг друга. Глядя на эти каменные круги, невольно возникает чувство тревоги. Если такие сооружения были построены и спрятаны 10 тысяч лет назад, то какие еще тайны покоятся под слоями земли, дожидаясь, когда мы их найдем? Но если Гёбекли-Тепе поражает своим возрастом и масштабом, то следующая находка куда более личная. Она хранит тайну не целой цивилизации, а одного человека, чей облик и история застали врасплох весь мир. Иногда археологические находки не просто рассказывают о прошлом, а словно оживляют его. Так случилось в Альпах в 1991 году, когда группа туристов наткнулась на тело, выглядевшее из ледника. Сначала они подумали, что это недавняя трагедия, замерзший альпинист. Но экспертиза показала невероятное. Перед ними был человек, проживший более 5000 лет назад. Так мир узнал о мумии Этси, или, как его называют, ледяном человеке. Этси сохранился потрясающе. Кожа, волосы, одежда, инструменты – все дошло до нас благодаря леднику, ставшему его вечным саркофагом. Но именно детали этой находки вызвали наибольшие вопросы. Во-первых, его экипировка. Он носил обувь, сделанную из кожи и травы, столь тщательно скроенную, что по удобству ее сравнивают с современными туристическими ботинками. Его одежда состояла из нескольких слоев, от плаща до теплых леггинсов.
Это была продуманная система защиты от холода, напоминающая современные технологии многослойности. Во-вторых, оружие и инструменты. При нем был медный топор с деревянной рукоятью. Сам факт владения медью в столь раннюю эпоху поражает. Это означало, что люди уже знали основы металлургии. Но как именно и откуда он получил этот топор, остается загадкой. Третья тайна связана с его телом. Исследования показали, что в его жилах находились следы артеросклероза, а на зубах кариес. Это давало представление о болезнях той эпохи. Но больше всего ученых поразили странные татуировки, нанесенные на его кожу. Они не были декоративными, линии и точки располагались на местах суставов и позвоночника. Современные специалисты предположили, что это была форма акупунктуры или лечебной практики. Если так, то 5000 лет назад люди уже знали основы медицины, сходные с восточными методиками. И, наконец, причина смерти. Долгое время считалось, что Эдси погиб от холода, но более поздние исследования показали, что в его плече застряла наконечник стрелы. Ледяной человек был убит, а значит, перед нами не просто случайная жертва стихии, а свидетельство древнего конфликта, сохранившегося во льдах. Эдси словно разговаривает с нами через тысячелетия. Его одежда, оружие, татуировки и сама смерть создают портрет человека, жившего на рубеже каменного и медного веков. Но чем дольше его изучают, тем больше тайн открывается. Кто убил его? Откуда у него столь продуманная экипировка? Что означают его загадочные знаки на теле? Эта находка стала уникальным окном в прошлое. Но вместе с тем она оставила чувство тревоги. Если один замерзший человек может рассказать так много о своей эпохе, то что поведают нам другие тела, еще скрытые в ледниках? И сколько тайн будет раскрыто, когда климат продолжит открывать миру свои замерзшие хранилища? Но если Эдси сохранил для нас историю человека, то следующая находка откроет дверь в мир верований и ужаса. Это будет артефакт, который выглядит, словно его создали вовсе не люди. Некоторые находки производят впечатление не только своей древностью, но и жуткой атмосферой. Таков артефакт, известный как кристальный череп. Его история окутана тайной, а само существование вызывает споры и у археологов, и у мистиков. Первый кристальный череп был представлен миру в XIX веке. Его якобы нашли в Центральной Америке, среди руин древних цивилизаций майя или ацтеков. Череп был вырезан из цельного куска кварца, отполирован до зеркального блеска с поразительной детализацией. Он выглядел настолько совершенным, что казалось, его сделали с применением современных технологий. Но возраст находки оценивался в сотни или даже тысячи лет. Позже появились и другие кристальные черепа. Одни хранились в музеях, другие всплывали в частных коллекциях. Их количество невелико, чуть больше десятка. Но каждый из них несет на себе ореол загадки. Как древние мастера могли обработать кварц с такой точностью? Современные инженеры утверждают, даже с современным оборудованием это крайне сложная задача. Кварц — твердый минерал, поддающийся лишь промышленным алмазным инструментам. Но на черепах нет следов металла или машинной обработки. Их поверхность гладка и безупречна, будто отполирована веками или выполнена при помощи неизвестной технологии. Не меньше вопросов вызывает их назначение. Были ли это культовые предметы, символы смерти и возрождения, или же это ритуальные объекты, используемые жрецами в обрядах? А может, они были вовсе не произведением искусства, а некими устройствами? Легенды индейцев майя утверждают, кристальные черепа обладали силой хранить знания и могли разговаривать с теми, кто умел их слушать. Некоторые мистики и исследователи даже связывают их с инопланетными цивилизациями. По их версии, черепы — это реликвии, оставленные учителями человечества. Будто они должны были стать ключами к забытому знанию. Научное сообщество настроено скептически.
Анализы показали, что часть черепов могла быть изготовлена уже в XIX-XX веке, в эпоху, когда интерес к археологии и экзотическим находкам был на пике. Но даже если часть из них подделки, остается вопрос, как объяснить происхождение тех образцов, что действительно были найдены в древних руинах? Самый известный из всех – так называемый череп Митчелла Хеджеса, найденный в 1920-е годы. Его прозрачность, идеальная форма и отсутствие видимых следов отработки делают его одной из самых загадочных археологических реликвий. Глядя на эти кристальные черепа, трудно избавиться от ощущения, что они несли в себе особый смысл. Они не просто произведения искусства, они словно хранят энергию и память тех, кто их создал. Но если кристальные черепа связаны с тайной верований и, возможно, мистикой, то последняя находка в нашем списке объединяет в себе науку, страх и чувство прикосновения к силам, которые человек не всегда может контролировать. Заключительная находка нашего списка – это история, в которой древность и современность сталкиваются лицом к лицу. Она объединяет науку, ужас и ощущение, что прошлое способно вмешаться в настоящее. Речь идет о гробницах, из которых вырвались древние болезни. Одним из самых жутких примеров стали раскопки в Сибири. Вечная мерзлота, веками хранившая тайны, начала отступать, и археологи, исследуя древние курганы, столкнулись с неожиданным. Из земли вырывались споры и бактерии, сохранившиеся в теле давно умерших людей и животных. История, потрясшая мир, произошла в 2016 году на Ямале. Там растаяли останки оленей, павших от сибирской язвы более 70 лет назад. Бактерии оказались живыми. Началась вспышка болезни, которая унесла жизни животных и заразила людей. То, что должно было навсегда остаться в ледяном саркофаге, вернулось в мир. Но еще более тревожными кажутся находки в древних захоронениях. Ученые предупреждают, мумии и кости, сохранившиеся тысячелетиями, могут содержать вирусы, с которыми современный человек никогда не сталкивался. Это не гипотеза, уже находили следы оспы в телах захороненных в XVIII веке. Но что если глубже в слоях Земли ждут куда более древние и опасные патогены? Для археологии это стало новым вызовом. Каждое вскрытие гробницы теперь требует особых мер безопасности, ведь вместе с древними артефактами можно выпустить на волю нечто гораздо более опасное – болезни, которые человечество давно забыло. Символом этой опасности стали древние катакомбы и курганы, где наряду с украшениями и оружием находят тела, сохранившие не только форму, но и часть своей биологии. Вопрос остается открытым – должны ли мы вскрывать такие могилы? Или стоит оставить прошлое в покое, чтобы не разбудить то, что может уничтожить нас в настоящем? Эта находка – не красивый артефакт, не грандиозное сооружение и не загадочный ритуал. Она напоминает, археология – это не только путешествие в прошлое, но и риск для будущего. И может быть именно в этом заключается главная тайна всех странных открытий. Древние люди, строившие храмы, создававшие загадочные предметы и хоронившие своих мертвых, оставили нам не только следы своей культуры. Они оставили предупреждения. В каждом черепе, в каждом символе на камне, в каждой мумии и в каждом забытом захоронении звучит один и тот же шепот. «Мы были здесь до вас. Мы знали больше, чем вы думаете. И мы оставили вам наследие, которое вы еще не до конца понимаете». Так заканчивается наш путь по самым странным находкам археологов. Но это лишь начало, ведь Земля – огромный музей, большая часть которого все еще скрыта под толщей земли, льда и песков. И никто не знает, какие открытия ждут нас завтра, и готовы ли мы к ним.